Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, я вижу, что у меня есть улучшение, и это выдра, к сожалению. Я на самом деле надеялся, что это будет что-то полезное, например, Тинкер в 2 звезды со старта, это прям бы, ну, было бы шикарно. Но имеем то, что имеем, и за это спасибо. Я тут вижу, есть эмпресску, а это означает, что если мне пришла выдра в 2 звезды, то здесь можно сделать эмпресску под зверьми. Правда, здесь очень сильно есть проказ через драконов, есть Тайт, есть Квапа, и этих двух персонажей уже как бы с головы достаточно. Ну ладно, посмотрим от того, что будет идти. И, соответственно, будем от этого играть. В принципе, это приятная фигура, которая со старта мне, может быть, даже поможет. Ну, как-то так. Еще одна двойка. И это Огр. Это очень полезно. Если мне сейчас еще и Тинкер придет в 2 звезды, это будет прям 10 из 10. Рок войны я, наверное, брать со старта не буду. Я возьму минус броню. В минус броню я больше верю, потому что у меня есть двухзвездочная выдра. Она, соответственно, будет накидывать минус 6 брони, а, соответственно, это будет куча урона с руки. Так, 3 монетки. Ну да, в принципе, достаточно. Я могу сейчас купить и Агра в 2 звезды. Ну и, соответственно, еще и Тинкера могу, скажем так, на сдачу взять. Ну? Блин, я надеюсь, что сейчас следующим раундом придет ко мне Тинкер в 2 звезды. Это будет вообще идеальный старт. Не, на самом деле, вместо выдры я бы хотел, чтобы мне гоблин-убийца пришел. Но я зажрался, поэтому спасибо и на этом, скажем так. Бог рандома меня пока что радует, и мне это нравится. Так, ребят, у меня есть для вас сразу несколько новостей, довольно-таки важных. О них я писал в своем телеграм-канале, но кто не состоит в моем телеграм-канале, самое время подписаться, чтобы не пропускать важные новости. Но теперь на канале будет по одному ролику. На самом деле причины на это простые. Во-первых, идет перенасыщение контента, у меня слишком его много, соответственно, мало просмотров, мало фидбэка, ну, короче, такое. Еще и кристалл мана плюс 50, вообще прекрасно. Обалдеть. Вот это старт. Это, конечно, не баф людей на начале, но это тоже ничего себе. С таким столом я могу себе, скажем так, сделать обалденный винстрик. Если, конечно, там не найдется лучшего скилловика. Если мне сейчас еще и резак придет, то будет вообще 10 из 10. Не, ну я такому старту рад. Там тоже у чувака выдра в 2 звезды, но у меня есть Тинкер и Огр. На самом деле Огр это такая имба, ребята. Если вы можете собрать себе Агра в 2 звезды, и у вас есть те ребята, которые кастуют, я рекомендую собрать его в 2 звезды, потому что это лютая имба. Серьезно. Если есть возможность, собирайте. Если нет возможности, тогда не собирайте. Но я в 90% случаев бы собирал бы, потому что слишком приятный персонаж. Так, там, походу, шаманы будут. Интересно, тут есть только импресска. Если там не будет легендарного шамана, то ему будет туго. Ну, ладно, это такое. Не, ну у меня пока что самый сильный стол, серьезно. У меня все плотные, у меня много чего и тому подобное. Короче, прокаст хорош. Реликвии здесь классные. Тут можно даже попробовать поиграть через золотые роллы. Короче, не знаю, что будет идти, от того буду отталкиваться. Сегодня я буду водой, и, соответственно, я буду принимать абсолютно любую форму. И вернусь к важным новостям. Во-первых, 23 числа я планирую запустить стрим. Если ничего не поменяется, то он будет. Если же что-то поменяется, то в телеграм-канале я, соответственно, об этом сообщу. Ну и, соответственно, по поводу стрима, будет ли он... Короче, вы поняли. Ну, напоминание там будет, грубо говоря. Ну как, грубо говоря. Там, кстати, Тинкер обалденный. Он ко мне пришел, он украл способность моего Агра. То есть это идеальный Тинкер, знаете, ну, типа... Мой идеальный Тинкер. В 2 звезды, с бафом Агра в 2 звезды. Это идеально. Я бы хотел себе такого Тинкера. Сам себя бафает, сам себе кастует. Вообще идеально. Может, панду поставить, рискнуть вместо бафа гоблинов? А давайте рискнем. А потом 6-й возьму. Я понаглею, выйду из инкама и возьму себе 6-й. Так вот. Сейчас, секундочку. Я тут думаю, поставить 2 тинкеров или все-таки выдру. Выдра, конечно, это вкусно, но мне кажется, 2 тинкера будет поприятнее, потому что это все-таки ракетки, это прокаст. А так как Огр может накинуть на выдру эту способность, ну, короче, пусть будет так. Хотя у меня и пивная панда стоит. Ну, в общем, к важным новостям.
Один ролик будет в день, и поэтому я надеюсь на вашу максимальную поддержку, поэтому не забывайте ставить лайк, комментировать ролик, все такое. Это первый момент. Второй момент, по причинам. Причины таковы, на самом деле не самые простые, это из-за того, что стало мало просмотров, мало комментариев, мало лайков. В общем, пошло перенасыщение контентом, поэтому раз в неделю, возможно, да, там, буду выпускать 1-2 ролика по рубрике, и рубрику эту я ни в коем случае не забрасываю, но, соответственно, боже, вы посмотрите на его тинкера, кайф. Вот, рубрику не забрасываю, просто так получилось. Ну, что ж, бывает. Поэтому я жду от вас максимальный фидбэк, это первый момент, поддержку, второй момент. И третий момент, у меня появится, соответственно, больше свободного времени, и, соответственно, это свободное время я буду тратить на запись контента. Кстати, и еще одна причина, почему станет один ролик в день, это я хочу целенаправленно начать вот серьезно разбираться в Teamfight Tactics, потому что мне хочется в TFT уже разобраться, хочется выпускать по нему контент. В общем, я думаю, вы меня прекрасно поняли. Вот. Все-таки развиваться-то надо, да? Надо. Вот. Ну, в принципе, все. Вот такие вот новости, ребят. Надеюсь, воспримете вы их нормально. Но я уверен, что вы воспримете нормально, потому что мои подписчики самые лучшие, самые прекрасные. И вообще, они обалденные. Лучшие. Просто лучшие. Комьюнити у меня не токсичное. Короче, у меня просто самое лучшее комьюнити. Все, я вас перехваливаю уже все. А то сейчас начнется токсичность появится и все такое. Но я уверен, что такого не будет. По крайней мере, надеюсь, ту атмосферу, которую я для вас создаю, она неблагоприятна для токсичности. Блин, ну там тоже хорошие такие столы, особенно он на первом месте, в 30 монет сидит. У него, конечно, послабее стол, чем у меня, но тут все зависит от того, как у меня будет кастовать ракетки и куда будет кастовать Огр свою способность. Так, охотник. Ну, охотника я не боюсь. Охотник это такое. Думаю, охотника я спокойно порву. Только если он 6 охотников соберет, тогда у меня будут проблемы. А, кстати, а парень будет играть через шаманов. Интересно. Не, ну если здесь не будет дизраптора, но вдруг ему панда принесет нефритового генерала, тогда у меня будут проблемы. Если не принесет, тогда у него будут проблемы. Но в любом случае, у меня план простой. Я хочу попробовать реализовать импресску. Драконов, если здесь не будет, будет идеально. Хотя для драконов здесь игра тоже прекрасная. Много прокаста, много контроля, много урона можно здесь сделать. Потому что здесь есть тайт, есть квапа, есть минер. И для драконов эта игра обалденная. Знаете? Мне вот что в телеграм-канале пишут об этом, что и, соответственно, в комментариях, типа, что я запустил мету драконов. Показал несколько роликов подряд по поводу драконов, и все. Каждая игра забита драконами. И на самом деле, да, это, скорее всего, в действительности так. Меня там просили еще записать новых типа инсектоидов через алхимика. Я попробую. Я обязательно попробую. Может, даже в этой игре получится записать этого алхимика. В общем, вы меня поняли. Я попробую контенту быть. Антимага просили записать. Там много, короче, мне сборок попросили записать. Поэтому, так как у меня стало немного больше времени свободного, соответственно, я буду записывать еще и халявный ролл. Обалдеть, кайф. А можно еще и в 2 звезды сейчас все это поприходит, чтобы было красиво. Я, кстати, наверное, их в 2 звезды пособираю. Фуриона так точно я соберу в 2 звезды. И сейчас я хочу попробовать найти еще рок войны на следующем раунде. Сейчас с мобов упадет, соответственно, мне предмет какой-то. И если этот предмет будет бесполезен, я его перекую и получу какой-нибудь полезный в кавычках предмет. Либо болт на 28 получу. Тут как бы, знаете, по острию ножа хожу. По краю лезвия. Так, что там чилы дерутся? Что так долго? Ничья! Ах ты ж окаянный злодей! Прикиньте, ничья. Он винстрик сломал ему. А я так надеялся, что на следующем раунде он ко мне приходит, и я забираю у него винстрик. Я очень на это надеялся, но... Судьба такая штука. Кстати, по поводу выдры. Выдра, на самом деле, это полезный персонаж под эмпреску. То есть, на что я намекаю? Эмпреска делает свою иллюзию. Иллюзия считается призывным существом. И, соответственно, выдра бафает урон с этой эмпрески. И если собирать под 6 зверей, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, сколько там будет урона. Вот так вот. Так, я надеюсь, что-то полезное мне сейчас с реликвии упадет.
Так, молоток упал, спасибо. Боже, какой я дурак! Еще и панда присумонила мне алхимика, еще и две реликвии классные. Боже, какой я дурак. Ой-ой-ой. Хо-хо-хо-хо. Боже, я сейчас сделал лютую ошибку. Не кидайте в меня гнилыми помидорами, пожалуйста. Ну, сделал. Кстати, клевер. Может испытать удачу и взять клевер? Закинуть в панду, пока что панда стоит, а? А? Или рандомить? Ладно, возьму клевер. Испытаю свою удачу. Да, мастерская бума у меня была. Я ее не юзал специально, если что. И не юзал по той же причине, что если я сейчас потеряю в скором времени свой винстрик, то я заюзаю аптечку. И таким образом я разменяю свою хп на опыт. Вообще будет прекрасно, да? Короче, вот это вот я слишком много базарю, и, соответственно, вот так вот туплю и делаю такие ошибки. Не, на самом деле хорошо, что получилось хорошо. Я сыграл на реакции и успел купить фигуру мне нужную. То есть здесь вообще прекрасно. Купил фигуру нужную. Начался новый раунд, и я, соответственно, получил еще и халявный ролл. Лина. Блин, мне так Тинкер хорошо идет, аж прям не верится. Так, поставлю Фуриона в 2 звезды. Я думаю, так будет намного лучше. Ну, выдру я пока не хочу ставить. Мне, в принципе, нравится мой стол. Единственное, что мне не хватает, это резака в 2 звезды. Баф людей ставить не буду. Хотя, на самом деле... Ну, кстати, 6 охотников могут меня порвать спокойно. А я думаю, он меня и порвет. Но я надеюсь, он ко мне попозже придет. Так, к раунду после 15-го, где-то на 16-м, на 17-м раунде он ко мне приходит. Сбивает у меня винстрик. Если сбивает, конечно. Но я более чем уверен, что он собьет у меня винстрик. Мне не может так хорошо идти. Не может. Вот серьезно. Бог рандома меня не особо любит. И тут сейчас должен комментарий появиться о том, что типа, Саня, ты не обнаглел? Тебе за первые 3 раунда пришло 3 двойки. Ты, может, ну, немножечко свою борзость уберешь. Так, ладно, баф людей тоже продаю. Хотя, на самом деле, я, наверное, думаю, что делаю ошибку, то, что продаю сейчас баф людей. Все-таки, если в ближайшем времени мне собьют винстрик, мне баф людей пригодится. Там уже Мишку нашли. Not bad. Блин, так хочется эту аптечку взять, серьезно. Жезл Кира бесполезный, а рандомить я реликвию не хочу. Там, в принципе, и из рандома реликвии есть неплохие реликвии, но... Такое. Там, кстати, 2 тинкера в 2 звезды. Я знаете, как могу сыграть? Я могу сыграть следующим образом. Я могу поставить себе 6 мехов, 6 гоблинов. И эмпреску, если найду, вообще будет идеально. А каким образом я здесь проиграл? Кто вдруг не понял, как я проверил сейчас, то все просто на самом деле. Я навелся на свой винстрик. А, понял. Там просто у Траксы напрокали молнии, и она мне просто в лицо надавала, несмотря на то, что у меня баф гоблинов был. Окей. Так, ладно, винстрик я потерял. 1 жрец у меня есть. Хорошо. Если сейчас следующий раунд проиграю, то, соответственно, я активирую аптечку. Я просто не хочу ее просто так сливать. Поэтому буду делать грамотно. Буду делать красиво. Да, я, наверное, все-таки возьму аптечку. У меня хп много на текущий раунд. У меня уровень довольно-таки неплохой, почти уже 7-й. Ну как, уже 7-й, можно сказать. Поэтому... Так, ну тут я выигрываю. Пока что вот выигрываю эти 2 раунда. Возможно, баф людей найду за эти 2 раунда. Но я больше надеюсь на то, что мне придет жрец. Чтобы я смог как бы себе компенсировать свое хп. Зверя одного продам. Я думаю рискнуть. Я думаю рискнуть все-таки, попробовать взять. Найти все, что мне надо. Естественно, через большой уровень. Потому что на маленьких уровнях мне вряд ли придет минер там, МПСка. Это 100% вряд ли. Но тут я в это не верю, серьезно. Вот не верю все, что мне может рано прийти МПСка. Кстати, поделюсь с вами такой вот жизненной ситуацией. Я хотел записать Марси.
Прикиньте, а он меня в 3 охотника вынес. Это не 6 охотников было, это 3 охотника было. Прикол. Сильно. Я думаю, стоит попробовать все-таки рискнуть. Короче, по поводу жизненной ситуации. Я пытался записать Марси. Что-то мне вообще с Марси не везет. Я сколько раз играю через эту Марси. Хочу записать вам синергию кунг-фу. И сколько раз пытался записать эту Марси, у меня просто не получалось. Не получалось из-за того, что мне она приходила на 35-м плюс раунде в 3 звезды. То есть, ну, 30 плюс раундов, и она только тогда приходит в 3 звезды. О, кристаллик это хорошо, но я рандомлю. Кунка! Оу. Ну это приятно. Это очень приятно. А что делаем? А что мы делаем тогда? У меня 98 хп, 50 монет плюс, почти 8 уровень. Что мы будем делать? Ладно. Делаем красиво, в общем. Друидов продаю. Они мне не нужны. Берем аптечку. Активируем аптечку. Вот так вот. Оставлю одного агра. 4 халявных ролла у меня есть. Понятно, мана плюс 50, спасибо, очень полезно. Что-то игра как-то подфризывает немного. Подлагивает такое. Знаете, вот когда выбираю, там что-то перекидываю. О, легионка, отлично. Баф людей есть, хорошо. Хорошо. Так, это сюда, это мы продаем. Черт бы меня побрал! Какой я дурак. Короче, я держал палец на горячей клавише, чтобы рольнуть. И я только хотел купить этого жреца, и чтобы вы понимали, я не знаю, у меня тут палец дернулся, и я нажал ролить. Гений. Ребята, преподаю уроки, если что, по тупникам таким. Кому преподать несколько уроков? Обращайтесь, если что. В личные сообщения пишите. Да. Нормальный такой затуп я сделал. Но мне в любом случае теперь надо найти жреца, а он, как назло, мне рано не придет. По всем законам подлости так должно произойти. Идем в уровень. Ну! Ну, пожалуйста! Лина. ДК. О, жрец! Блин, ну я, конечно, кучу денег пролюбил. Кучу денег пролюбил. 3-звездочный тинкер. И там тинкер в 3 звезды. И еще один собирает тинкера в 3 звезды. А что это происходит, ребята? А что это за приколы вы такие показываете? Кто вас такому научил? Так, ладно, я тинкера уберу, потому что у меня довольно-таки он сильный персонаж. Я, правда, на самом деле, когда играю через золотые роллы, я все время играю на жадность. Хотя ладно, резака поставлю. Просто тинкер у меня довольно-таки сильный. Ну тут тинкер в 3 звезды. 2 темных лорда в 2 звезды. Неприятно, конечно. Ну ладно. То такое. Кабанчика у него стырил он в этот раз. Ну ладно. Кабанчик это не беда. Так, теперь что мы делаем дальше? Дальше мы идем в уровень. Просто в уровень. Я думаю, рискнуть и все-таки попробовать аж до 10-го попробовать зайти в уровень. А там посмотрим. Аптечка у меня долго действует. На 20-м раунде я не буду ничего юзать из реликвий. А заюзаю эту реликвию... Ну, смотря что-то мне придет. Если там мне придет мастерская бума, то, соответственно, я ее заюзаю сейчас. Наверное. Короче, я не могу определиться, когда я заюзаю эту реликвию. Хотя у меня столько бесполезных предметов, что... Я думаю, стоит все-таки будет заюзать эту реликвию. Не знаю, брать ли мне антимага для того, чтобы... Ну, было больше у меня гарантий на то, чтобы я не умер. Я думаю, все-таки попробовать взять. Ну, там, конечно, тинкер в 3 звезды нормально мне накидывает в табло. На все... Не, ну, ребята, ну это сам Бог велел. Это, конечно, не золотые роллы, но меня, в принципе, устраивает такое. Так, ладно, я думаю... Кольцо рольну. Мне нужен рок войны. Пожалуйста, рок войны.
Ну, вроде бы жрецов никто не собирает. Ну, я рискну. Я рискну. О, отлично. Фух, наныл. Наныл. Но мне такое нравится. Такое нытье мне нравится. Теперь можно пожить. Теперь можно даже и придумать что-то. Так, я сделаю немного сильнее себе жрецов. Немного, прям на полшишечки. На импресс. Боже, на самом деле вот этот вот рок войны это самый идеальный предмет под импресску. Просто 100% скорость атаки бафа от вашего оригинала. Это прям 10 из 10. Яйцо, коса, ферма. Блин, ну яйцо как бы не... О. А. Ладно. Зомбаря продам. И котла продам. Мне не нужен баф людей. Через 12 уровень я не планирую играть. И, наверное, через зверей я тоже не буду играть. Я все-таки хочу попробовать сыграть через мехов. Через золотые роллы, чтобы собрать себе раннюю импресску в 3 звезды. Ну, если, конечно, бог рандома мне это позволит сделать. Потому что я знаю бога рандома. Прекрасно знаю. Я его знаю лучше, чем кто-либо. Вот, например, 2 баночки мне сейчас восстановили 6 хп. Ну, в принципе, да, но... Ну, ладно. Хотелось бы побольше, конечно. Блин, ну я, наверное... А что делать? Тебя взять... Тебя убрать. Ну, все красиво. Так, не понял. Перекинься, сердце. Вот, не знаю, видно вам это или нет, но меня как немного подлагивает. Там шаманов парень уже собрал через волшебников. Че за странные стылы? Почему у вас так много троек? Алло. Звери какие-то, а не игроки. Это что за киберкотлет мне накидало? Я ж тут проиграю, надеюсь. Хотел сказать, выиграю. Ну да, я здесь проиграю. Здесь варлок. Да, видите, за серию поражений там у меня плюс 1 монетка. А это означает, что я 100% здесь проиграл. Не, ну пока что импресска как-то меня не радует по дамагу. Возможно, мне в действительности придется поставить баф зверей. Возможно, не факт, но возможно. Дизраптор! Кто нашел? А, это охотник нашел, слава богу. Слава богу, что это не тот шаман нашел его. Слава богу. Так, 4 хп с банки восстановил, отлично. Может собаку взять, может все-таки зверей поставить. Под зверьми я буду очень сильный. А вот под бафом мехов и гоблинов это вряд ли. Там уже 6 гоблинов с квапой. Неприятно. Из инкама не хочу выходить, хотя на самом деле, знаете... Может, стоит выйти из инкама, чтобы как можно быстрее выйти в 11 даже? Аптечка у меня еще действует 4 раунда. Ну, 3 раунда, можно сказать. 4, если учитывать этот. Ну, там будет раунд с мобами. Может, зарандомить реликвию. Может, что-то пополезнее упадет. О, минер. Отлично. Мне такое нравится. Сейчас будет раунд с мобами. Ладно, рандомлю. Итак. Что же могло пойти не так? Что же могло пойти не так в нашем любимом авточес? Как вы думаете, что могло пойти не так? Я, кстати, предметы перекину в минера. Я уверен, что минером мне будет больше экономить хп, если, конечно, он будет успевать свою мину ставить. Хотя тут охотники огромные. Раз, два, три. 3 трехзвездочных персонажа. И винстрик 9. Ладно, у меня аптечка действует, все прекрасно. Да, нормально, нормально накидывают. У меня еще и баф людей сверху стоит. И я вообще мажорик. Варлок. Хотя варлок мне не нужен. Ладно, продам его. Яйцо еще одно, обалдеть. Бабку продам, этого продам. Все, дальше чилим, не спешим. ХП у меня еще позволяет.
Там, конечно, походу собирается еще и 6 богов сверху. Причем, походу, 2 паренька будут играть через 6 богов. Да, баф гоблинов у меня по-любому будет, и баф мехов у меня тоже по-любому будет, потому что поставлю волшебников сверху. Кстати, что мы сделаем против охотника? Против охотника мы можем поставить, в принципе, горн. Ну и, кстати, и на дизраптора мне, в принципе, плевать, когда я буду играть через импресску, потому что я буду бить с руки, а не с прокаста, так что... Плевать мне. А чё так больно? А чё так больно ты мне бьешь? Ой, ну ладно. Я согласен. Поехали. Все, баф людей. До свидания. Всего хорошего вам. Спектра. Еще... Просто с обычного ролла нашел себе импресску. Не, ну у меня на 11-то уровне огромный шанс выпадения на легендарных. Еще яйцо. Да реально, зачем мне реликвию яиц, когда у меня вот идет. Я на такое согласен. На самом деле, что мне нужно из предметов 3-го тира? В идеале, чтобы мне пришел сейчас предмет очищающая сфера. С ним я буду так наваливать. Просто буду отключать синергию. Еще и сверху буду наваливать. А из предметов 4-го тира мне надо багровый клинок будет. Это будет вообще 10 из 10. Ну, либо МКБ. Ну, надо будет от ситуации, скажем так, отталкиваться. Но я рассчитываю на то, что мне упадет багровый клинок, потому что багровый клинок это нереально. Имба, еще и очищающая сфера упала. Боже, с обычных роллов мне еще и минер пришел. Еще и одна... Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо. Вот это сыпет. Минеров 2 звезды сразу через яйцо делаю. Что мы делаем дальше? Так, предметы это тебе, это... Я думаю, предмет 5-го тира найти, чтобы себя усилить. Хватит ли мне? Магов там нету, кроме Тинкера. Да, хватит. Придется пожертвовать магическим сопротивлением. Молния, отлично. Мьёльнир я люблю. Мьёльнир это такая имба. Много кто недооценивает Мьёльнир, но, ребят, на самом деле это такая лютая имба. И, кстати, здесь есть хан. И если меня сильно будет душить охотник, то я думаю, вы знаете, что... Да что ж я так спешу? Боже. Так, Рубика мы берем, потому что я поставлю себе в дальнейшем хана. Так, бабку продам. Короче, скипнул убийцу. Неприятно. И возьму на всякий случай морскую волшебницу. Мало ли, кто-то там соберет магический прокаст. Это будет больно. Ой-ой-ой, там 3-звездочный минер перевоплотился. Это неприятно. С бессмертием, ай-яй-яй. Не бей. А че ты такой плотный? Ну реально какой-то плотный чересчур. Сильно. Ладно, квапу пока продам. Антимаг еще один. Еще одна МПС-ка, ай-яй-яй. Ну беру ее через яйцо, апаю. Антимагов продаю. Не, поставлю 2 импрески пока что. Чуть попозже поставлю себе горн. Так, меняем. Обалдеть, мне легендарные фигуры падают. Нереально хорошо падают легендарные фигуры. Давно мне так не перло. Серьезно, очень давно мне так не перло. Чпуньк. 6 импрессок. Как вам? Вот это я понимаю. Уровень опасности достойный уровня Мстителей. Ой-ой-ой, да что так идет? Я, похоже, сплю. Ущипните меня, я, похоже, реально сплю. Так, ну я, знаете, что сейчас сделаю? Я куплю всех ханов и заблокирую синергию богов. Да. Я, наверное, так и сделаю. У меня 21 хп. Ну, я не хочу сейчас сглазить. Не хочу, серьезно, от слова совсем. Я, кстати, наверное, возьму перчатку 1-го тира, потому что там есть шаманы. А шаманы это считаются... Ну, когда перевоплощаются шаманы, это считаются призывными существами. Ну, и я думаю, вы сами прекрасно знаете, что будет, если они призовутся. У меня будет больше хп, у меня будет перчатка 1-го тира, которая будет их сжирать.
Я пока что не уверен в своей победе, поэтому я заблокирую этих легендарных фигур. Этих легендарных фигур. А, ну я все правильно сказал. А, не, неправильно. Эти. Не этих, а эти. Ой, а что такое? А, не понял, а что синергия не выключилась? Похоже, первая тычка прилетела не в того, кого надо. Ну, в принципе, плевать, если честно. Вообще плевать. Вот на... Ой-ой-ой! Ну ладно. Не сильно расстроюсь. Оу, хорошие предметы. Так, еще один рог я закину в другую МПС-ку. Пригодится. Ну, а тебе посох. Не, ну парень, который на 8 уровне играет через шаманов, я ему отдаю должное уважение, потому что играть через волшебников и на шаманах это прикольно. Красавчик. Здесь я ставлю ему огромный жирный лайк. Ну и, кстати, мне надо расстановку поменять, чтобы первые тычки полетели в шаманов, и они не перевоплотились. Эти шаманчики. Хотя, на самом деле, какая разница? Я такой огромный. Я думаю, у них нет шансов. Вот-вот-вот. Не хочу сглазить. Катка такая, знаете, немного нервная, потому что одна ошибка, и я ошибка. И меня снесли подчистую. Так, сколько я тебе сейчас в табло пропишу? Так, ну этого я вынес. Минус 31, сюда. Получите и распишитесь. Минус 31. Так, сейчас спешить не буду. Золотые сердца я оставляю. А вот на следующем раунде я заблокирую себе синергию богов. У меня яйцо есть. Боже, я очень надеюсь. Я очень надеюсь. Я прям держу сейчас кулачки, что мне придет парочку раз МПС-ка. Охотник там огромный, чисто из-за того, что у него куча трехзвездочных фигур. Хотя я на самом деле не понимаю его стол вообще. Да, у него куча трехзвездочных фигур, все такое, но есть ли от этого какой-либо смысл? У него есть еще некра, а у меня есть жадная рукавичка, которая будет схавать всех его сумонов. Как минимум 3 сумона я схаваю. Еще одна жадная рукавичка. Ну, чтоб мало не было, хотя... Сейчас, что тут, что тут? О, мастерская. И была и мета, и мастерская, но я возьму мастерскую. Я в своем столе сейчас намного более уверен, чем раньше. Намного. И я все сейчас предметы вот так вот переделаю в 5-й тир. Да, вот так вот. Поехали. Рапира! Берем. Не, я, если бы не был настолько сильно уверен в своем столе, а еще я дурак. Я богов забыл заблокировать. Ну ладно. Ну ладно. Минер. Ну минеров 3 звезды я хочу. Есть. Вот это красиво. Вот это красиво. Еще и 2 минера у меня есть. Отменно. Мне бы теперь, конечно, найти бы еще и друидов. Мне нужно будет найти 3 друида. И будет идеально. Сейчас смотрите, как мы делаем. Я надеюсь, что я смогу сейчас быстро апнуть себе минеров 3 звезды. Ну да, я думаю, смогу. Раз мне так идет, я уверен, бог рандома мне в этой игре не откажет. У него лун-друид с некрами, с рефрешером и рогом войны. Я сейчас не понял, а как эти шаманы перевоплотились? Очищающая сфера не работает на шаманов? Что? Что за бред? Оп, минер. Хорошо. Минер в 3 звезды. То, что доктор прописал. И ставим вот так вот горн. Специально против сумонов этого молодого уважаемого человека. Шаманов я ставить не буду, в этом нет никакого смысла. От дизраптора тоже особо нет смысла, потому что там рефрешер еще нашел. Похоже, он хочет в зверей перестроиться или что, я не понимаю. Интересная у него сборка. Он играет, получается, через кабанов. Прикол. Неожиданно. Но я думаю, это ему не поможет. У меня есть как минимум минер. И как минимум у меня есть баф гоблинов. И он мне очень мало урона наносит. Правда, Муэрта очень много времени тянет. Надо найти перчатку 4-го тира по-любому. Либо багровый клинок, чтобы быстрее всех хавать.
Минус 21. Хотя он вряд ли доживет даже. Лундруид сюда. Отлично. Так, мне бы теперь найти... Ну, друид, ну давай. Да не лон, друид. Мне не нужен Мишка сейчас. Мне нужен Фурион, Тренд. Вот это вот все. Все остальное мне не надо. Чел взял себе, поставил яйцо. А, он лондруида собрал 3 звезды. Но я более чем уверен, что это ему не поможет. У меня слишком огромный стол. Слишком сильная эмпреска. Правда, у меня эмпреска, когда начинает бить Муэрту, а когда она в своей форме, она очень много времени тянет. А там снайпер может навалить за это время. Рефрешер, да. Бам! Я думаю, все-таки я не зря поставил Горн. Немного времени дотянет. А мне как раз этого немного времени не надо. Ты задолбал ко мне идти. Ты мне не нужен, понимаешь? Ты мне не нужен. О, тренд. Отлично. Сейчас выиграю раунд, покупаю себе трента. Угу. Сейчас, короче, делаем перестановку, чтобы под его снайпера встать и навалить снайперу по лицу. Снайпера надо уничтожить. Сейчас красиво сделаем. Вот так и вот так. Все, отлично. Ой, сколько там спама. Жалко бесполезного спама. Если бы это были звери, тогда были бы у меня проблемы. А так как это не звери, проблем у меня нет. Вон, видите, сколько Муэрто времени тянет? Много Муэрто времени тянет, очень много. 3 золотых сердца у меня. О, Фурион! Ух! Отлично. Мне надо, наверное, найти на всякий случай убийца Горна. Убийца Горн мне поможет. Я поставлю себе 4 Горна. Ну, на крайний случай, если все будет очень плохо, я поставлю себе 4 Горна. И, соответственно, когда он будет меня бить, ему будет прилетать обезоруж. Когда будет активироваться способность, может прилететь стан. Плюс есть Горн на агр. Все это, короче, тянет время. А, как я уже говорил, время для меня — это залог успеха. Залог счастливой жизни. Не, ну Муэрто нормально, у меня так наваливает. Под рапирой. Ой-ой-ой. Давай, перчатка 4-го тира. Пожалуйста, пожалуйста. Тайт. Тайт это вкусно. Тайт это очень вкусно. Еще тайт. Не, ну тайта на всякий случай я возьму. Я бы даже, наверное, и Варлока взял. Клинок тени, он для меня бесполезен, потому что против меня есть охотники. Да, бесполезное будет уклонение. Этот предмет еще более бесполезен для меня. Криты. Вот криты хорошо. Будет тонна урона. Поэтому криты это прекрасно. Криты это прям то, что доктор прописал. Так, брать Варлока или не брать Варлока, вот в чем вопрос. Варлок это сильно, это стан, это контроль, но я думаю, тайт будет поприятнее, хотя лучше и то взять. Чем больше контроля, тем лучше. Так, поехали, криты есть. Так, а он мою импресску одну схавал, прикиньте. Багровый клинок-то творит чудеса. Багровый клинок только что накинулся на мою импресску. А, он вылетел. Я думал, выживет. Ну ладно. А там багровый клинок прилетел на иллюзию моей импресски, и просто он эту иллюзию схавал за секунду. Прикольно получилось. Но у него странный максимально билд. Мне он не нравится. Возможно, если бы он брал уровень, поставил себе какой-то горный, всякое такое, то он бы мог мне что-то сделать. Но он пошел в усиление, сделал себе кучу трехзвездочных фигур и достиг топ-2. В принципе, он свое дело сделал.
Ну просто на самом деле, в этой игре не было магического прокаста. Ну, не магического, а просто драконьего прокаста. Был бы здесь драконий прокаст, я уверен, бы охотники так бы долго не прожили. Что еще такого? Ну, может быть, если бы он меня прям сильно-сильно бил, я бы себе поставил 4 духа, 4 горна. То есть вариантов куча, что я бы мог поставить. Мог бы поставить вообще себе чистый урон через ведьмаков, если бы, конечно, мне это пригодилось. Поставил бы себе Тайда, Варлока, 4 духа. Было бы вкусно. То есть вариантов, что я здесь мог сделать в этой игре, тонна. Но в целом, короче, ну просто вы все прекрасно сами видели. Игра обалденная. Обалденная игра. Камбэкнул с 21 хп. Вот так вот. Ну все, я реализовал темпларку. Первый челлендж выполнен. Поехали дальше. Будем что-то интересное пытаться записать. Конечно, не через зверей, но я думаю, так даже лучше. Empress Light в 3 звезды. Кайфули. Все, добавить по игре нечего. Обалденная катка. Мне она очень зашла. Кучу эмоций получил. Я на самом деле в моменте не поверил в то, что я смогу это камбэкнуть. Я не поверил в то, что мне вообще могут золотые роллы прийти. Но, как говорится, надо чуть-чуть поныть, и тогда игра тебе все будет давать. Это просто мне за страдания, понимаете? Бог рандома отплачивает мне. Он взял у меня кредиты, поэтому он отплачивает. Так сказать, отсыпал процент. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудь меня поддержать своим лайком. Если ты не подписан, то подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!